Для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы вы были уверены в себе и своих силах, для того, чтобы вы были свободными, сильными, устойчивыми, для того, чтобы вы эффективно удовлетворяли свои потребности, добивались своих целей, преодолевали препятствия и вообще жили своей жизнью, необходимо, чтобы вы в первую очередь опирались сами на себя. То есть хорошо сами к себе относились. Чувствовали сами себя, понимали, принимали себя таким, какой вы есть на самом деле. То есть искренне считали себя хорошим, достойным уважения, достойным любви, внимания и всего того, чего вы сами для себя хотите. Далее, второе. У вас должна быть целостная, интегрированная личность. То есть вы должны быть единым целым, когда ваша личность не расщеплена, не фрагментирована, не расколота на куски. Когда ваше тело, разум и эмоции работают как единая система. Когда все ваши части личности, ваши сценарии, ваши программы работают слаженно и не конфликтуют друг с другом. Ну и, наконец, третье. У вас должны быть крепкие, надежные психологические опоры, чтобы вы уверенно опирались сами на себя, на свои навыки, на свои качества, на свой опыт, на свои ценности, на свои цели, на свои убеждения, на свои потребности. Чтобы вы доверяли сами себе, своим органам чувств, своим ощущениям, своей памяти и другим функциям психики. В этом случае вы будете думать своей головой, вы будете самостоятельно принимать решения, нести ответственность за себя, свою жизнь, свои поступки. Вы будете чувствовать и понимать, чего вы хотите на самом деле, именно вы. Эффективно защищать себя и то, что вам дорого. И в первую очередь преследовать собственные интересы, удовлетворять собственные потребности, преследовать собственные цели в первую очередь. Однако таким образом вы становитесь неудобными и непредсказуемыми для других людей. Вам будет тяжело продать то, чего вам не нужно. Вас будет тяжело заставлять делать то, что вы делать не хотите, а потом будет тяжело присвоить результаты вашего труда. Вас будет тяжело обманывать, манипулировать вами и вообще использовать в своих интересах. Естественно, никто такого поведения терпеть не будет. Как можно быть таким эгоистом? Ни стыда у тебя нет, ни совести, думаешь только о себе. Вас сразу же начнут лечить, учить, мочить, сушить, готовить, так, чтобы вас было удобно потреблять. Соответственно, для этого к вам будут применять манипуляции, приемы психологического насилия, направленные на то, чтобы подавить и отравить вашу личность, разделить ее на части, создать внутриличностный конфликт, чтобы вы сами себя ненавидели, а также порушить все ваши психологические опоры. Для того, чтобы вы стали слабыми, зависимыми, предсказуемыми и удобными в эксплуатации. Как это работает? Первое – это разрушение и подавление самой личности. Это деструктивное воздействие на ядро личности, на наше чувствующее, живое, ранимое, уязвимое начало. Это разрушение и отравление фигуры внутреннего ребенка, того, кем мы являемся на самом деле. Для этого используется стыжение, обвинение, оскорбление, обесценивание, сравнение не в вашу пользу, хамство и прочие, может быть, более сложные манипулятивные приемы. Личность поражается токсичным стыдом, виной, страхом, горем, тревогой и другими токсичными эмоциями. Мы сами себя начинаем винить, стыдить, унижать, обесценивать, наказывать, ненавидеть, гнобить, всячески разрушать себя. У нас формируется глубинное убеждение, что я плохой, что я не окей, что я не такой, каким я должен быть, что я не соответствую каким-то критериям, которым я должен соответствовать, чтобы меня любили и ценили, и вообще внимание мне уделяли. Что я обязательно должен измениться или исправиться, или притворяться, чтобы выжить. Далее, второе, это нарушение целостности личности. Это расщепление, поляризация, травмирование психики, создание внутриличностных конфликтов, неврозов или даже расстройств психики. Для этого применяется весь арсенал боевого НЛП, нарциссический абьюз, газлайтинг, висхолдинг, виктимблейминг, неглект, прочие страшные словечки, техники создания фобий,
тревожностей, депрессии, зависимостей и прочие прелести жизни. Это длительные по времени или запредельные по интенсивности приемы психологического насилия, которые неподготовленная психика просто не может переварить, не может вынести. И психика, чтобы хоть как-то сохраниться, отключает от себя пораженную часть. Например, это такое воздействие на психику, которое вызывает несопоставимые друг с другом реакции или противоположно направленные друг на друга реакции. Это воздействие вызывает расщепление психики, и психика или личность разваливается на куски. Самый распространенный и такой даже хрестоматийный пример, когда любимая мамочка с ненавистью бьет и унижает своего ребенка, и при этом называет это заботой и воспитанием. Это для твоего же блага. Ты мне еще спасибо скажешь. Это для того, чтобы ты человеком вырос. При этом в детской психике возникает два противоположно направленных и несопоставимых друг с другом процесса. Отойти от нее, чтобы спастись, и подойти к любимой мамочке, чтобы спастись. И другие приемы, которые приводят к тому, что одна часть личности начинает атаковать или конфликтовать с другой частью личности. Например, одновременно люблю и ненавижу, одновременно хочу и боюсь. Думаю одно, хочу другое, делаю третье. Когда одна часть личности наказывает, унижает, гнобит, обесценивает, а другая испытывает чувство вины, стыда, терпит и страдает. Получается, как лебедь, рак и щука. Это принцип «разделяй и властвуй». Ну и третье. Это разрушение психологических опор. Это разрушение всего, на что вы психологически или эмоционально опираетесь. Это все, что делает вас сильными, устойчивыми и уверенными в себе. Это разрушение ваших убеждений и картины мира, а также я-концепций, то есть убеждений по поводу себя, на которые вы сами опираетесь. Например, я мужчина, или я женщина, или я профессионал, я мать, я умный, я богатый, я бизнесмен, я предприниматель и так далее. Это разрушение эмоциональной сферы, разрушение ценностей, целей, создание хронических эмоций, вторичных эмоций, подавленных эмоций, остановленных эмоций, токсичных эмоций. Например, тебе должно быть стыдно за то, какой ты есть. Тебе должно быть стыдно за то, что ты злишься. Ты должен испытывать вину за то, что ты боишься. Или, например, почему ты так сильно презираешь себя за все свои недостатки? Все, что ты хочешь, все, что тебе важно, это все ерунда. Все твои цели – это самообман. Все, что ты думаешь, все, что ты знаешь – это ложь. Все, к чему ты стремишься, это бред. Тебе просто промыли мозги. На самом деле ты никому не нужен, на самом деле ты ничего не знаешь, ничего не умеешь, ничего не можешь, у тебя ничего нет, ты голодранец. У тебя нет прошлого, у тебя нет настоящего, у тебя нет будущего. В действительности все совсем не так, как на самом деле. Твои глаза тебе врут, твоя память тебе врет, твои чувства тебе врут. Ты не можешь опираться и рассчитывать на себя и свои чувства. То есть это полная дестабилизация вашей личности. Из-под вас выбиваются все опоры, то есть все, на что вы могли бы опираться, все ваши ориентиры, что могло бы держать вас как-то в русле, для того, чтобы вас потом было удобнее программировать, для того, чтобы вам потом удобнее было бы внушать новые ценности, давать вам новые установки, новые программы, новую картину мира. Вам расскажут, как вам думать, как вам чувствовать, что вам говорить, что вам делать, как вам жить, что хорошо, что плохо, что правильно любить, что правильно ненавидеть, как мир устроен на самом деле, невзирая на то, что вы видите своими глазами. Таким образом происходит вербовка, такая глубокая вербовка в деструктивные культы и в тоталитарные организации. И в большинстве случаев, даже если вытащить человека из такой организации, он будет как-то подсознательно все равно стремиться найти себе новую секту, где ему подробно расскажут, как мир устроен на самом деле, во что правильно верить, потому что его внутренние, его личные психологические опоры сильно порушены.
Поэтому реабилитация людей, которые прошли через такое промывание мозгов или обрушение психологических опор, это отдельная, довольно сложная, комплексная и часто длительная работа, сопоставимая с реабилитацией химически зависимых. Итого получаем разрушение и отравление самой личности, нарушение целостности или расщепление личности, разрушение психологических опор. То есть ты плохой, ты борешься сам с собой, одна часть тебя борется с другой частью тебя, и у тебя ничего нет. Это приводит к состоянию беспомощности, бессилия, безнадежности, ничтожности и зависимости. БББНЗ. Беспомощность – это убеждение в том, что без чужой, без посторонней помощи я не справлюсь, я ничего не могу. Бессилие, у меня нет сил, я ничего не могу сделать, для меня все недоступно. Безнадежность – это никогда не изменится в будущем, будущего нет. В будущем это не изменится. Ничтожность – я недостоин, я ничтожен. Зависимость – в первую очередь я должен обслуживать чужие потребности, чужие интересы. Это комплексное состояние, которое загоняет нас в ловушку, в яму, в такой негативный токсичный гомеостаз, где важны все 5 элементов. Без любого из этих 5 элементов эта ловушка уже не такая безвылазная. Ловушка открывается. Например, если я отношусь к себе хорошо, я не считаю себя ничтожным, я уже могу как-то из нее выбираться. Я достоин того, чтобы удовлетворять свои потребности, я достоин чего-то лучшего. Фокус на себе, на своих потребностях, на своих ресурсах позволяет мне выбираться. Надежда или убеждение, что я могу с этим справиться, дает мне мотивацию. Вера в то, что я могу что-то сделать сам, дает мне дееспособность. Соответственно, существует такая быстрая техника для того, чтобы быстро восстановиться, для профилактики этого комплексного состояния, для профилактики выученной беспомощности, чтобы быстро себя вытащить в ресурсное состояние, в более ресурсное состояние. Я – это я такой, какой я есть, я такой, каким я должен быть. Если у вас другое мнение, то это всего-навсего ваше мнение, это всего-навсего мнение, оно всего-навсего ваше, у меня мнение другое, наши мнения могут отличаться, это нормально. Второе. У меня есть мои эмоции, и я имею право их проживать. Все. Даже если это кому-то не нравится. Даже если это кому-то причиняет страдания, боль, дискомфорт и так далее. Третье. В первую очередь я должен заботиться о себе. В первую очередь я должен удовлетворять свои потребности. Даже если это кому-то не нравится. Четвертое. Чего я хочу прямо сейчас? Как я могу прямо сейчас о себе позаботиться? Ключевое о себе. И пятое. Сделать это. Позаботиться о себе. Фактически. В дополнение к этому, по ссылке в описании к этому видео, вы сможете найти чек-лист, который поможет вам продиагностировать свои внутренние опоры. В завершении хорошая новость. Со всем, что вас не устраивает в вашей жизни, можно работать. Можно вашу личность делать здоровой, сильной. Можно исцелять вашу личность, фигуру вашего внутреннего ребенка, делать ее здоровой и устойчивой. Целостность вашей личности можно восстанавливать. Все ваши субличности, все ваши части личности можно интегрировать в единую устойчивую личность. И, естественно, можно восстанавливать ваши внутренние опоры. Можно делать их сильнее, можно делать опор больше.